Андрей Андреевич, я хронически поправляюсь, никак и ни с чем это не связано, не знаю, что мне делать, не понимаю, что делать и с чем это связано. Я понимаю, что такое инсулинорезистентность, понимаю, что это связано с гормонами или снижением гормонов, но принимаю я и гормоны, принимаю метформин и там еще что-то. Андрей Андреевич, помогите, что мне делать? Как правило, любое ожирение является следствием появления у человека. Что такое ожирение? Это появление жира. А что такое жир? Жир — это своего рода система, которая накапливает в организме воду. Таким образом, как используется жир нашим организмом? При расщеплении жира обычно формируется из 100 грамм жира 1 литр эндогенной жидкости или воды. Таким образом, организм, который ощущает дефицит жидкости или дефицит воды в организме, приводит к тому, что появляется накопление эндогенного, вот такого эндогенной воды в виде жира. Такая вот эндогенная вода, она очень необходима человеку. Это говорит о том, что либо у человека есть нарушение водно-солевого баланса, и количество жидкости выходит из организма. А какие препараты или что приводит к тому, чтобы быстрее жидкость выводилась и жидкость не усваивалась? Ну, прежде всего, это большое количество глюкозы. Второе, это недостаточность употребления жиров, таких как омега-3, это свиное сало, допустим, или просто там оливковое масло и так далее. Ну и на первое место это, собственно, потребление жидкости. И недостаточное потребление хлоридов натрия, то есть мало солят. Именно поэтому я рекомендую людям, которые болеют заболеваниями ожирения, увеличить количество употребления жидкости. При этом очень рекомендую первое время употреблять жидкость, в которой есть высокое содержание хлоридов натрия, таких как, допустим, минеральная вода Миргородская, минеральная вода там, Боржом, минеральная вода с высоким содержанием хлоридов натрия. Липецкая, она тоже соленая, насколько я помню. Использование вот такой минеральной воды или минерализированной воды может существенно позволить. Также стоит наблюдать за своим стулом. Если стул жидкий, это говорит о том, что вы теряете жидкость, и в дальнейшем у вас может появиться дополнительная проблема, связанная с появлением ожирения и сахарного диабета первого типа. Какое в большинстве своем одно качество организма, которое имеют все люди с избыточным весом? В большинстве своем люди с избыточным весом всегда имеют диарею. То есть у людей, у которых развивается сахарный диабет второго типа, у них, как правило, очень часто появляется это на фоне стабильного, несформированного или жидкого стула. Именно поэтому я всегда говорю, начинайте с того, чтобы пить больше жидкости, не принимайте продукты питания, в которых находятся подсластители, усилители вкуса, глютаматы натрия, также не ешьте сладкого, полностью исключите алкоголь, старайтесь не есть все, где есть дрожжи, и делайте все для того, чтобы увеличить количество употребления жидкости, особенно подсоленной, потому что хлориды натрия, они, как правило, притормаживают выведение жидкости из организма. Не стоит этого бояться. Именно у таких людей очень часто появляются аллергии. А аллергии появляются потому, что хлориды участвуют вернее, в формировании иммунитета у человека, и хлориды человеку необходимы. Рекомендую использовать мое вещество, которое называется Mineralix. Четверть чайной ложки на литр вот такой воды. Оно тормозит выведение жидкости. Ну и если рассмотреть сахарный диабет второго типа, то что происходит при первого типа, то что происходит при сахарном диабете первого типа? Происходит употребление большого количества жидкости, то есть человеку все время хочется пить. Это говорит о том, что не хватает жиров, потому что употребление жидкости может способствовать замене такой жидкости, которая не формируется на фоне принятия жиров. И человеку с сахарным диабетом первого типа необходимо увеличить употребление
жирных кислот, которыми являются омега-3, которыми являются там, рафинированные или нерафинированные масла, оливковое масло, подсолнечное масло и так далее. Это существенно улучшает общее состояние человека, ну, наряду с лечением или комплексным лечением самого заболевания. Я рекомендую использовать при этом мои препараты при сахарном диабете первого типа, препарат гликоцитрохромин в виде спрея и глюконорм.